Его надо заполнить. Вот так выглядит хорошая демографическая пирамида. Она плавная, без ям, больше всего рожденных недавно, и количество людей плавно скатывается вниз, что обеспечивает устойчивость пенсионного фонда и экономики в целом. Сегодняшние работяги обеспечивают стариков. Мир, жвачка, стабильность. У нас же она выглядит вот так. Больше похожа на американские горки. У нас целых 3 падения, так называемые демографические ямы, причиной которых послужили Первая мировая, Вторая мировая и 90-е. И вот 24 февраля 2022 года происходит еще одно событие, которое, безусловно, сказалось и скажется в будущем на демографии. Ну так давайте посмотрим, сколько людей уехало, удалось ли современной власти исправить трагедии прошлого и что нас ожидает в будущем. В этом выпуске мы будем использовать очень много данных, будем их собирать, анализировать и оформлять, но я это делаю как пятикантроп, ручным способом. А современные люди делают это с помощью нейросетей. Нейросети нужны сейчас везде и могут много чего. Прогнозируют погоду, статистики разные собирают, а в YouTube подсовывают нужные видосики. А разрабатывают нейросети дата-сайентисты. Чтобы начать работать удаленно, освоить востребованную профессию и зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц, и это не предел, обратите внимание на курс Data Scientist с нуля до про от Skill Factory, который разработан совместно с профессором из МГУ. Но не думайте, что вы послушаете один вебинар и завтра заработаете первый миллион. Так это не работает. Здесь же реальность. Придется попотеть, уделить время, делать домашки и общаться с практиками. Для того, чтобы после обучения вы могли успешно проходить собеседование в IT-компании уровня Google и Яндекс, в первую очередь нужно разбираться в математике. Но не волнуйтесь, если вы с ней не дружите, на курсе вы освоите продвинутую математику самых азов. Также вы будете решать кейсы реальных компаний и погружаться в рабочие процессы прямо во время учебы. По окончанию вы получите реальный опыт и готовое портфолио, которое выделит вас среди конкурентов, а Центр карьеры поможет составить резюме и трудоустроиться по новой профессии. Переходите по QR на экране или ссылке в описании и начинайте свою карьеру в Data Science, а от меня будет скидка 45%. Мы знаем, что россияне уезжали за рубеж только за 9 месяцев прошлого года 18 миллионов раз. Значит ли это, что только за 9 месяцев Россия лишилась 1/7 части населения? К счастью, нет. Имеющаяся статистика выездов граждан говорит ровно о выездах, а не уездах. Несмотря на происходящее, большинство людей продолжают отдыхать, ездить в командировки и возвращаться из, как им казалось, навсегдашних эмиграций. И более того, делают это по несколько раз в год. То есть, если Петя в феврале уехал в Грузию от возможной мобилизации, а чуть позже вернулся, затем в сентябре уехал в Турцию от реальной мобилизации и тоже вернулся, а в конце года съездил к релокейтному другу в Казахстан и под Новый год вернулся домой, Петя внесет в статистику 3 пересечения границы. То есть 3 выезда ФСБ у нас посчитала, но сам Петя при этом находится на родине. Статистики, сколько граждан выехало за бугор и не возвращались, нет, по крайней мере в публичном доступе. Но, несмотря на это, мы можем пособирать по крупицам различные подтверждения эмиграции. Усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы будем с вами играть в Шерлока Холмса и искать те самые косвенные признаки, которые могут дать лишь приблизительную, но все же оценку. Но перед этим напишите в комментах, сколько, по вашему мнению, уехало из России человек. Мне активность в комментах для продвижения ролика, а вам проверка своего прогноза. Ну что ж, поехали! Турция. В качестве релокейтнутых мы возьмем количество полученных туристических ВНЖ. Россияне стали главными получателями права на годичное проживание – 153 тысячи ВНЖ.
Израиль. Похожая тема. Про свои еврейские корни вспомнили 37 тысяч россиян. Притом в прошлом году алию совершили 28,5 тысяч из вообще всех стран. Грузия. Вот тут уже более точный способ. Мы нашли ответ МВД на депутатский запрос, который говорит, что за 9 месяцев в Грузию приехали и не уехали 113 тысяч человек. Затем близкую цифру позже называет президент Саламе Зурабишвили в эфире радиостанции. Армения. Похожая история. Судя по сделанному запросу РБК в миграционную службу, за 10 месяцев в страну въехало 786 тысяч россиян, а вернулись в Россию 744. Значит, осталось 42 тысячи. Так и запишем. Казахстан, Алга. Здесь МВД сам вышел на связь и раскидал по фактам. С одной стороны, 36 тысяч получили разрешение на временное пребывание, но с другой стороны, остаются до сих пор 146 тысяч человек всего. То есть вот эти вот оставшиеся 110 тысяч зайцев либо потом уедут из Казахстана, либо оформят таки разрешение на проживание, потому что практику визы рано отменили и придется позаниматься бюрократией, чтобы остаться. Для ролика я возьму среднее между легализованными и зайцами – 73 тысячи человек. Подобным образом поступлю и с бежавшими в Сербию. Президент Вучич сказал, что с начала конфликта в Сербию приехало более сотни тысяч россиян, из которых 17 тысяч получили ВНЖ. Оставшиеся либо свалили, либо чилят в стране на заячьих правах. Среднее от зайцев и не зайцев – 50 тысяч человек. Если у вас есть непонимание, почему это я допускаю, что в стране могут люди оставаться даже без официальных бумаг, то, скорее всего, у вас нет знакомых, которые вообще буквально с голой жопой ныкались в Европе на протяжении нескольких лет, не пользовались картами, не светились, чтобы потом получить ВНЖ по оседлости. И если вы думаете, что таких мало, то, господа, чем ближе к России, тем больше таких нелегалов. Что уж говорить, если люди готовы попытать свое счастье в пограничной тюрьме в США, чтобы получить шанс приобрести политубежище в цитадели капитализма. Американцы, как обычно, всю инфу собирают удобно, представляют в графиках. Как думаете, сколько наших граждан ломанулись на другой край света, чтобы незаконно пересечь мексиканскую границу с США? 21,5 тысяч человек. Столько задержаний произошло в прошлом году. Надеюсь, что большинство таки нашли, что искали. Кстати, у меня даже есть личные примеры, успешные примеры своих корешей. В Кыргызстане мы опять вынуждены опираться на слова. Судя по данным министра труда, в страну въехало 760 тысяч человек, а выехало 730 тысяч россиян. Записываем 30 тысяч. И последнее. Евросоюз. Данные Европейского агентства по безопасности внешних границ говорят, что прибывшие минус убывшие – это 38 тысяч человек. И теперь суммируем. Мы получаем 550 тысяч человек. Это, с одной стороны, по довольно скромным подсчетам, ведь тут нет Дубая, Таджикистана, Узбекистана. Мне кажется, что до 700 тысяч человек это число спокойно могло бы дорасти. Но даже 500 000 трудоспособных граждан, сбежавших из своей страны за один год, это немало. Да, это всего 0,7% от трудоспособного населения. Да, это немного. Но для чего немного? Чтобы Россия стала пустыней? Да, немного. Но является ли это заметным ударом для будущей демографии и экономики? Безусловно. Особенно учитывая естественную убыль и демографическую яму. События, которые происходят сейчас, распространят свое влияние не на завтра, а на 2040 год. Дополнительный отток 500 000 тогда, когда у нас уже 20 лет продолжается демографический кризис, не принесет ничего хорошего. Для сравнения, естественная убыль в 2019 году 317 тысяч человек. А тут из страны только работоспособных свалило 550 тысяч. Кстати, да, чтобы оценить это количество, давайте посмотрим, что у нас вообще с рождаемостью и смертностью. Как понять, с каким темпом воспроизводится русский мир на земле русской? Притом именно воспроизводится, а не увеличивается за счет миграции.
Выяснить это очень просто, зная два значения. Сколько в этом году забилось новых сердец и сколько людей унес на ту сторону угрюмый жнец. Для начала начнем с рождения. Возьмем данные за 22 года. До 2014 у нас все отлично, но вот после мы видим дикий, резкий провал вниз. Все, что мы нарабатывали 14 лет, мы потеряли за 6. Последние данные о родившихся говорят, что сейчас мы откатились примерно до 2001 года. Притом показатель рожденных детей – один из главных показателей, по которому можно сказать о многом. Насколько у людей вообще существует желание рожать ввиду культурных, социальных и экономических причин? Этот же показатель является следствием эмиграции. Ведь знаете, какая проблема с переписями населения? Их подделывают, и нет никакой статистики постоянно проживающих граждан за рубежом. По поводу подделывают. Дело в том, что перепись населения контролирует местная власть и может завышать числа проживающих на своей вотчине. Зачем? Все просто. Получить больше денег от федерального центра за мертвые души. Допустим, прошла перепись в Детройте, а власти Детройта говорят: вы что, вы с ума сошли, у нас гораздо больше людей, начинают судиться с Федеральным бюро переписи. И в Калифорнии, например, то же самое происходит, но они никогда не выигрывают. А вот у нас, если, предположим, какой-то регион, какая-то губерния приписала себе 100 тысяч во время переписи населения, может такое быть? Ингушетия приписала себе почти в 2 раза население. То есть... Более того, Евкурову не хватило, он еще приезжал в Росстат и просил ему население, ему не дали, и тогда он стал недоучитывать убывающих из республики. И эту историю в Росстате знают все. Затем, если представить, что ты эмигрант, который пустил корни в какой-нибудь Франции, чтобы тебя перестали считать в статистике граждан России, то тебе надо вернуться и пройти все бюрократические процедуры, чтобы тебя там выписали. Сколько людей вообще этим занимается? Думаю, ответ очевиден. Поэтому есть мнение демографов, что в России на самом деле-то меньше 147 миллионов. В этом смысле лучше смотреть на динамику родившихся, потому что она частично учитывает и настроение людей, и эмигрантов. Ну, эмигранты же рожают на новой родине и в статистику родившихся не попадут. И вот совокупность всех факторов, которые в сумме определяют благоприятную среду для воспроизводства населения, находят свое отражение в количестве родившихся. У нас же с 2014 года что-то пошло не так. Для полноты картины нам важно понять, что происходит с выбывшими из жизни. Как вы видите, до 2019 года у нас выбывало из жизни все меньше и меньше людей, но тут пришел ковид. И в 2020 и в 2021 году у нас дикие просадки. Тогда мы достигли исторического антирекорда по смертности. 2,5 миллиона выбыли из жизни. Самая жесть произошла в 2021, и вроде именно как ковид виновен в таких потерях. Но в 2022 у нас только 4 месяца показывают значительные числа. Затем уровни ниже даже 2020 года. Тем не менее, в прошлом году мы получили умерших под 2 миллиона. Тут я, конечно, не могу утверждать, что случилось, но, по всей видимости, это не ковид. И теперь самое главное. Если наложить эти графики друг на друга, то мы получим третий показатель – естественная прибыль населения. Ну или естественная убыль, если число отрицательное. Сейчас увидите нагляднее. За 20-летнюю историю естественного прироста не было в принципе. Было несколько лет естественной стагнации вот здесь, а все остальное мы воспроизводили все меньше и меньше. Тут надо либо чтобы женщины рожали, либо чтобы люди не умирали и при этом продолжали эффективно работать как роботы. И при том, что странно, с 2017 происходит прям резкое падение. Мы как-то резко получили убыль в 130 тысяч населения, потом дошли до 317, потом эти ковиды богомерзкие, которые в 2021 году приносят убыль в 1 миллион. И вот мы в 2022 году с минус 600 тысяч человек. Это, конечно, меньше ковидных времен, но все равно сильно больше до ковидных. И, кстати, вот теперь можно как-то соотнести число эмигрантов из первой части. Только посчитанное мной можно сравнить с естественной убылью в 2022. Притом умирают в большинстве своем старшее поколение, а уезжают как раз работоспособные.
Что мы можем сказать по итогу? Имеющийся ранее демографический кризис после 24-го только усилился. Но тут важно понимать, что такие темы, как демография целой страны, это очень большая и долгоиграющая сущность. Я хочу сказать, что темы, затронутые в этом выпуске, стрельнут не завтра и даже не через год. Я не говорю, что вот завтра в России не родится ни одного ребенка, а умрут миллионы. Нет, дело в тренде, который может привести к катастрофе лет через 20. Помните вот этот график? Вся проблема в том, что через 20 лет вот эта часть уже отойдет в мир иной, а на пороге окажутся те, кому сегодня 60, а сегодняшние 40-летние превратятся в неработоспособных. Если вдруг вы забыли, какую ценность предоставляют рабочие люди для государства, то быстрая вставка. Вы, как зрители нашего канала, уже знаете, что люди – это новая нефть. Они являются генераторами НДФЛ, пополнения в пенсионные, медицинские, страховые фонды – это напрямую, а косвенно они же расплачиваются за налог на прибыль, НДС, налог на добычу полезных ископаемых и акцизы. Иными словами, со снижением трудоспособного населения снизится пополнение в бюджеты государства. Так еще и возрастет нагрузка со стороны пенсионеров. И вот вы просто посмотрите, вот такое количество нетрудоспособных, то есть пенсионеров и предпенсионеров, будет через 20 лет. А столько сейчас. То есть сейчас работоспособные покрывают расходы вот такого количества человек. После 75, можно сказать, никого, и при этом нам нужна была пенсионная реформа в таких условиях, а вот столько будут в будущем. Разница колоссальная. По идее, катастрофы можно было бы избежать, если бы лет 5 назад, ну или хотя бы вот прямо сейчас резко начали рожать. Но тренд на рождение у нас понижательный с 2014 года. Это видно тут или еще лучше видно в данных Росстата. Если у вас возникает вопрос, думали ли об этом власти раньше? Ну, конечно, думали. Там же не идиоты сидят. И думали давно. Вот, например, еще в 2012 году президент Путин подписал указ, чтобы к 2018 подняли суммарный коэффициент рождаемости до 1,753. Я напомню, что это еще за коэффициент такой. Он показывает, сколько в среднем детей рожает женщина репродуктивного возраста. То есть, если Маша родила 3, а Лена за весь период никого, то в среднем коэффициент равен 1,5. Как вы догадываетесь, зачинают ребенка 2 человека, а рождается 1. Поэтому, если одна семья будет рожать по одному ребенку, то в обозримом будущем такое население ополовинится. А если коэффициент равен 2, то есть семья рожает по 2 ребенка, то население сохранится на одном уровне. А если чуть побольше, то есть 2,1, значит имеем все шансы на рост сограждан. Так вот, коэффициент 2,1 трудно достижим не только в России, а в принципе во многих особенно развитых странах. Поэтому лучше смотреть, какой у нас там тренд. И с начала нулевых мы были, прям молодцами. Мы сумели создать условия, позволяющие семьям увеличивать количество рожденных людей в среднем по больнице. И даже в каком-то смысле смогли выполнить указ президента. Обозначенный им уровень был достигнут в 2014 году. Но вот, примерно как и с рождаемостью, после этого покатились вниз. Притом катиться вниз оказывается проще и быстрее. В 2018 у нас ниже 1,6. Получается, показатель президента удержать не смогли. И дальше опять вниз. Сейчас коэффициент около 1,5. Кстати, интересное наблюдение. 3 года подряд коэффициент не менялся ни на йоту, что несколько странновато. За 30-летнюю историю такого не было. Связано ли это с тем, что в 2019 году уволили главу Росстата? Неизвестно, но лично мне это напоминает кейс с Эрдоганом. Как вы понимаете, диктаторы любят назначать тех, кто с ними не спорит. Так, например, в начале этого года президент уволил главу Национального статистического агентства, по аналогии наш Росстат. Ровно после того, как вышла статистика, что в 2021 году инфляция была 36%, а уровень безработицы 11%. Тем не менее, даже по официальным данным, ситуация после 2014 года не очень положительная. И что-то мне подсказывает, что СВО с точки зрения демографии этот тренд по воспроизводству населения только ухудшит.
Потому что, с одной стороны, военные действия точно повысят смертность. Насколько именно, это большой вопрос. Официальные данные — это под 6 тысяч человек. За другие данные могут и в инагента записать. Да и, честно говоря, данные сильно разнятся. Есть и 100 тысяч, и 200, иногда даже 300. Говорить мы можем только, что 6 тысяч погибших вынудили запустить мобилизацию в 300 тысяч. Это все по официальным данным. С другой стороны, рождаемость должна снизиться, потому что жить стало дороже, пусть и не так драматически дороже, как я предполагал. Неопределенности стало точно больше, а эти события, пусть и не катастрофически, но внесут свою лепту в уже давно идущий отрицательный тренд. Плюс еще эмигрировали, по самым скромным оценкам, 500 000, тоже внесет свой вклад. И вот тут главное понять вот что. Завтра катастрофы не случится. Но если тренд продолжится, то с каждым годом будут рожать меньше, умирать больше, а пенсионный фонд все больше будет нуждаться в пополнении. Еще один важный момент. Все цифры рождаемости в 2022 году, которые мы приводили, это зачатые в 2021 или до 24 февраля. То есть очень интересно увидеть рождаемость в 23 и 24 годах. А если вспомнить прошлый выпуск, из которого мы знаем, что с заполученных новых территорий мы приобрели по самым смелым довоенным оценкам 6,2 миллиона человек. При этом от 10 до 20% мы получили в качестве иммигрантов. Но тут вообще сложно сравнивать, потому что эмигрировал-то в основном молодняк, а вот на так называемых новых территориях разный возраст. Всем понятно, что пожилые вряд ли будут куда-то переезжать. Плюс еще вспоминаем мем Россия здесь навсегда. Но если представить, что ничего не изменится, а у нас будет убывать по 500 000, то через 10 лет весь так называемый плюс от заполученных территорий в населении исчезнет. Так себе инвестиция в масштабах страны. Больше напоминает практику тушения пожаров. И в целом все зависит от вашего взгляда. Если наше положение сравнивать с Украиной, то да, у нас ситуация сильно лучше. Даже взять только иммиграцию и вообще не трогать остальные условия, в которых вынуждены жить украинцы. У них около 8 миллионов эмигрировали в Европу, а это 20%. Даже если смело оценить, что наших уехало 1 миллион, то у нас даже на 1% не соберется. Да и обстановка для рождения детей там сейчас сильно хуже, чем у нас. То есть, метафорично выражаясь, в них мы запустили ракету, а себе стрельнули в ногу. Так что, если одна из целей спецоперации с демографической точки зрения сделать сильно хуже другой стране, а себе просто ухудшить демографию, то и правда можно считать, что цели спецоперации выполнены. Может быть, во власти и не сидят идиоты, но в этом случае вопрос демографии россиян их волнует далеко не в первую очередь. Вы знаете, кому отправить это видео. Мы говорим спасибо иллюминатам нашего ордена Владу Хапчинску, Сонику Мейхаму, Маверику, Диэфу и Алексею Батишеву, а также всем верховным магистрам, консулам, героям и гэпникам. Увидимся на следующей встрече. Damn.